Здравствуйте! С вами I Love Riviera и я, Барбара Дан. Европа в феврале фестивалит в прямом смысле этого слова. И Ривьера ни на шаг не отстает. Поэтому мы отправляемся на цветочную битву Вильфранш-сюр-Мер. Кассы в городе Вильфранш-сюр-Мер всегда закрыты, поэтому вы должны купить билеты туда и обратно. Или научитесь покупать билеты через автомат. Есть только два действия – нажать и повернуть. Нажимаем тариф нормаль, выбираем Монако, В Вильфранш-сюр-Мер. Сегодня нас двое, детей нет, в две стороны. Это обязательный пункт. Подтверждаем и оплачиваем. А в этом автомате мы компенсируем наши билеты. Вставлять нужно всегда с левой стороны. Итак, для справки, город находится на границе с Ниццей, а до Монако всего лишь 16 километров. Население составляет 5000 человек с тенденцией к снижению. Добраться до Вильфранша можно на автобусах или на поезде, так как мы. Французские поезда, бывают чисто очень даже приятные. Но в час пик, конечно, я не расистка, но я предпочла бы, наверное, такси. Лучше иметь свою машину, конечно. Ну а так, когда немного людей, то вполне очень даже классно. Приготовьтесь, сначала вас встретит обветшалый ЖД вокзал. Лишенный всякого шарма подземный переход. Потом очень крутые ступеньки. И вуаля! Одно из самых живописных мест французской ривьеры – набережная адмирала Курбетта. Сначала давайте посмотрим, какой здесь пляж. В отличие от Ниццы, пляжи, которые покрыты крупной галькой, в Вильфранше она очень мелкая. Вильфранш – камерное место. Обойти бухту полностью по берегу моря, не торопясь, можно максимум за час. Здесь нет больших магазинов или главной торговой улицы, а потребности жителей в основном удовлетворяют частные продуктовые лавки, разбросанные по городку. А вот и фестиваль. Сначала парад. А потом и сама цветочная битва. Моряки бросают в толпу охапки цветов. Я в это время находилась на стратегическом месте, за столиком моего любимого ресторана в Вильфранше, где, обедая, я оказалась в самой гуще событий. Эта цветочная традиция очень трепетно передается из поколения в поколение, как часть культуры города. Посреди набережной находится капелла Сан-Пьер, названа так в честь апостола Петра. На мой взгляд, отдельной достопримечательностью Вильфранша является его старая часть, ведь город хранит в себе богатую историю. В самом центре старого города находится церковь Святого Михаила. Вильфранш – это огромное скопление извилистых улочек, которые плавно переходят в лестницы и переулки.
И самая древняя улица находится, конечно же, здесь, в старой части Rue Obscure, длиною 130 метров. Под сводами этой улицы жители города находили укрытие во время нападений неприятеля и сильных штормов. А в период Второй мировой войны Rue Obscure стала выполнять функции бомбоубежища. Сегодня это место обладает статусом исторического памятника. А теперь внимание! Часто интернетовские сайты путают Rue Obscure с вот этой шумной улочкой, на которой теснятся магазины и сувенирные лавки. Это Rue Poil. Обожаю эту улицу, но летом. Сейчас выглядит мрачновато, печальненько, серое небо, моросит дождик, людей нет, рестораны закрыты, это просто печалька. Именно Rue Poil плавно выведет вас к цитадели, построенной в 16 веке для защиты города. Цитадель Сен-Эль признана национальным историческим памятником. Город можно считать зимней резиденцией царской фамилии после визита Вильфранш вдовствующей императрицы Александры Федоровны. Император Александр II и другие члены семьи Романовых неоднократно посещали Вильфранш, поэтому в садах цитадели можно найти бюсты с изображением царских особ. В той части Вильфранша, которая расположена в горах, находится обычный спальный район. Но и там есть на что обратить внимание. А именно, это лучшая в мире школа по изучению французского языка, где обучаются политики, звезды Голливуда и все желающие, которые могут себе это позволить. Вы мужчина, вы вон там сидите, да. Вам в Вильфранш нельзя, здесь нет ни девочек, ни шампанского, тусовок, нет, все, отходите от экрана. А вы приезжайте. Здесь прекрасные виды, чистый морской воздух, изысканные рестораны. С вами Алла Фривьера и я, Барбара Дан. Пока-пока.